Главные хищники Арктики, которые выживают в лютые морозы и бросают вызов настоящим титанам Севера. Быстрые, ловкие и чрезвычайно выносливые животные справляются с любыми трудностями, но основными врагами становятся вовсе не голод или суровые условия, а собственные соседи. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой» и герои сегодняшнего выпуска – арктические волки. Не забывайте подписываться на канал в Яндекс.Дзене, ссылка будет в описании. Арктический волк – единственный подвид серого волка, который по-прежнему обитает на всей территории исторического ареала обитания. Этот хищник несколько уступает в размерах родственникам, но его маленькие уши, относительно короткие лапы и длинный мех помогают сохранять тепло в самые суровые зимы. В столь сложных условиях можно выжить и в одиночку, но тогда список потенциальной добычи ограничится мелкими млекопитающими, поймать которых вовсе не так просто. Стайная жизнь дает куда больше возможностей, но это совершенно не гарантирует легкую наживу. Овцебык – один из крупнейших обитателей арктической тундры, который уступает в размерах лишь белому медведю. Самцы могут весить свыше 300 кг при длине тела до 2,5 метров. Двойной слой шерсти защищает от любых морозов, но даже такие титаны уязвимы для командных хищников. Однако взрослое здоровое животное не лучшая цель, в том числе для целой стаи, ведь помимо устрашающих размеров, копытные обладают невероятной силой и выносливостью, поэтому повалить такую мишень может стоить огромных усилий. Куда более привлекательными объектами становятся детеныши, но чтобы добраться до них, придется пройти сквозь стену агрессивно настроенных защитников. Овцебыки – неплохие бегуны, их скорость может достигать 60 км в час, но сохранять ее продолжительное время равносильно смерти, ведь под многослойным шерстяным одеялом тело гиганта мгновенно перегревается. Поэтому для защиты от хищников они используют более продвинутую тактику. Заключая молодняк в центр стада, овцебыки выстраивают круговую оборону, прорвать которую не под силу хищникам. Время играет не в пользу волков, и они начинают искать выход из ситуации. Хищники, бродящие поодиночке, не представляют опасности, но когда вся стая бросается в наступление, паника словно по цепной реакции охватывает все стадо. Находясь в толпе, животные по-прежнему защищены, но стоит лишь слабому звену отбиться от стада, как стая моментально обрушивает на него все силы. Каждый волк обладает невероятно сильными челюстями, и когда все они синхронно пускаются в дело, даже многократно превосходящая в весе мишень не в силах устоять на ногах. Матерый самец овцебыка весит больше, чем типичная стая из 7 волков. Но несмотря на это, паника все равно вынуждает таких титанов спасаться бегством. Однако, если копытные держат строй, хищникам не так просто отделить подходящую цель от стада. С наступлением тепла, когда голодные щенки ждут возвращения родителей, у волков просто нет времени ждать, и они отправляются на поиски более доступной мишени, которой становится самец-одиночка, и это невероятно опасный противник, способный убить волка одним ударом. Поэтому охотники используют численное преимущество, чтобы не подставляться под смертоносные рога и копыта. Одни навлекают на себя гнев гиганта, а другие в это время ищут слабые места сзади. Пока овцебык полон сил, он неуязвим, но со временем изматывающая тактика приносит плоды. Загнанный в ловушку зверь слабеет, и его атаки становятся все менее яростными. Такое нападение может длиться часами, но волки не отступают, ведь они знают, что жертва не сможет сопротивляться вечно, и затраченные силы и время полностью окупятся весомым запасом мяса. Эти хищники превосходно знают свою добычу, они никогда не нападают без четкого плана и уверенности в победе. Следуя за овцебыками, волки тщательно изучают их поведение и даже не упускают возможности поглазеть на дуэли.
Кажется, сражаясь за право на продолжение рода, эти разгневанные самцы не обращают никакого внимания на посторонних. И это превосходный шанс познакомить подрастающих охотников с потенциальной добычей. Значительную часть рациона составляют местные зайцы, но их не так просто поймать. Несмотря на маскировку, остаться незамеченным не получится, и даже в случае успеха такой добычи не хватит, чтобы прокормить стаю. Северные олени – куда более серьезная добыча, но взрослые особи значительно превосходят волков в скорости, что оставляет надежду лишь на молодых и ослабленных особей. Поэтому зачастую именно овцы-быки становятся основной мишенью охотников. Даже вдвоем волки могут попытаться провернуть хитрую тактику. Посеяв панику, они начинают преследовать заведомо выбранную мишень, с которой можно справиться без лишней поддержки. Но даже малыш обладает прочной шкурой, и пока волки стараются найти уязвимое место, стадо делает ответный ход. Волки вынуждены отступить, и детеныш вновь оказывается в безопасности. Теперь у налетчиков уже нет шансов сломить глухую оборону. При этом молодые особи быстрее поддаются панике, но отставшие взрослые совершенно не интересуют охотников. Эти матерые воины неспешно присоединяются к стаду и дают понять, что хищникам здесь делать нечего. Несмотря на однообразную, кажущуюся безжизненной местность, территория каждой стаи имеет четкие границы, и горе тому, кто пересечет невидимую черту. Ведь находящиеся в большинстве хищники могут не только прогнать незваного гостя, но и жестоко наказать. И ценой столь банальной ошибки может стать даже жизнь чужака. Таким образом, главным естественным врагом арктических волков являются себе подобные. В борьбе за владение решает численное преимущество, и если стая обнаружит логово вражеской пары, всех щенков ждет печальная участь. Это кажется жестоким, но устранение конкурентов – залог успешной жизни для собственных детенышей. В отличие от большинства подвидов, местные хищники совершенно не боятся человека, ведь холодный климат на протяжении веков защищал их от опасных гостей. Однако от погодных условий зависит и благополучие популяции. Например, чрезвычайно холодное лето приводит к сокращению потенциальной добычи, что сказывается и на высших хищниках. Поэтому можно сказать, что эти величественные животные целиком находятся во власти стихии. Еще больше информации об арктических волках вы можете узнать в одном из предыдущих видео. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!